Хотелось вот что-то опять все-таки этот лак. Я вот все на него смотрю вот этот, который с точками. Вот что-то такое. Лаком сделать растяжку, да, и сверху топ вот с этими точками. Да, что-то голубой, фиолетовый какой-нибудь. А розовый что такой, фуксия есть? Всем большой привет, меня зовут Света, добро пожаловать на канал. Сегодня мы будем делать что-то голубое, фиолетовое, а может быть и розовый фуксия, да еще и с точками. Когда я слышу такой ответ на вопрос, что мы будем делать, я понимаю, что сделать работу по-быстренькому сегодня не получится. Будут долгие муки выбора цвета гель-лака. Помимо перебирания типс, мы будем открывать все флакончики с цветниками, выкрашивать на ногти, стирать и снова выкрашивать. Знакомо вам такое? Это моя постояшка. Работа, которую я сейчас снимаю, моя. Отслоек нет, да и в принципе на этих ногтях все держится хорошо. Моя клиентка учитель младших классов и носить длинные и яркие ногти в школьное время, конечно, не может. Сейчас каникулы, и она решила сделать яркий маникюр. Я спилила старый материал, пилкой равняю торец ногтя, делаю мягче углы и провожу легкий поверхностный опил. А пока я буду делать маникюр, я хочу поговорить с вами об отношениях между клиентом и мастером маникюра. Кто-то, конечно, может сказать, какие тут могут быть отношения. Один делает работу, другой за нее платит. Да, это так, но со временем, когда клиент становится постоянным и ходит к вам каждый месяц в течение года, отношения меняются. Но если не на дружеские, то на более теплые и доверительные. Как-то раз на моей прошлой работе, совершенно не связанной с маникюром, коллега на работе жаловалась, что ходит в салон именно к одному мастеру. И сначала было все хорошо, было видно, что мастер старается. Помимо аккуратного маникюра и ровного покрытия, ногти хорошо носились, не было ни трещин, ни сколов. Но со временем, со слов коллеги, мастер начала халатно относиться к своей работе. Маникюр и покрытие делалось второпях, с затеками. Ногти начинали скалываться уже через несколько дней. И это повторялось из маникюра в маникюр. И моя коллега это связала с тем, что мастер, войдя в дружеские отношения, перестала стараться, зная, что претензий со стороны уже подруги не последует. И вот как-то после очередного, прям заметного затека, она мне его показывала на работе, да к тому же и на ногтях была еще наклейка, которая слетела прям вместе с топом. Коллега решил искать нового мастера. Это одна сторона медали, когда начать халтурить может мастер. Повторюсь, что мастер работает в салоне, где есть поток клиентов, и в день может прийти 4-6 таких подруг, на которых выделено определенное время. Но есть и другая сторона медали, когда сесть на шею и свесить ножки может сам клиент. И здесь я уже могу поделиться собственным опытом. Клиентки, которые со мной уже год, начинают, скажем так, пользоваться моей мягкостью и сговорчивостью. Приходят, понимаешь ли, неподготовленные, не знают, что хотят. То им розовый, не розовый, а то и 15 минут выбирают между глянцевым и матовым топом. Я тем временем выполнила маникюр. Кстати, после маникюра отправляю клиентку мыть руки, после чего вылазят вот эти вот все подногтевые махрушки, которые я убираю бафиком. Подготавливаю ногти к покрытию, праймер, затем тонкий слой каучуковой базы. Вообще, эта клиентка пришла на минутку по акции «Дизайн от мастера». Предполагался определенный дизайн, на который в комплекте с маникюром была акционная цена. И вот, записавшись на маникюр по акции, клиентка пришла со своим дизайном. Он был, конечно же, схож с теми вариантами, которые я предлагала, но был более замороченный. Но так как я вела съемку и после ее никого не было, я исполнила все ее хотелки, вплоть до того, что, покрывая ногти топом с точками, я добавляла точки в те места, где, по ее мнению, их не хватало. В общем, дальше в видео вы это увидите. Ногти, на которых не будет дизайна, покрываю молочным топом, на который буду выкрашивать розовый неоновый гель-лак. На светлой подложке неоновые оттенки кажутся еще ярче. Так вот, как же пользуются некоторые клиенты моим дружелюбным отношением. Например, могут за день до посещения попросить перезаписать на попозже. И если у меня нет свободных окон, просят принять поздно вечером. Могут игнорировать мои напоминалки со свободными окошками о том, что пора обновить маникюр. А потом, переносив ногти, когда они начинают ломаться, пишут, что им срочно нужно их переделать. И потом удивляются, что я не могу их принять день в день. Про их пунктуальность я вообще молчу.
Ногти без дизайна перекрываю сразу топом Космопрофи. И вот тут на следующий день клиентка мне скидывает фото, что ногти покрылись пятнами. Я предложила, конечно же, переделать ногти, если через день пятна не сойдут. Мой косяк, тоже знал, что топ без UV-фильтра. Но пятна, слава богу, исчезли, все хорошо. На ногтях, где будет дизайн, сейчас лишь тонкая просушенная подложка из базы. На торец наношу тот же самый розовый цвет и делаю плавную растяжку к центру. Конечно же, это удобнее делать кистью для градиента. Сильно уж так стараться делать идеальный плавный переход не нужно, сверху будет молочная база, которая этот переход скроет. В моих вариациях этого дизайна переход должен быть от кутикулы с блестками, но, как я и сказала, клиентка его увидит совершенно по-другому. Наношу молочную базу, не доводя ее до торца, чтобы осталась видна розовая полоска френча. Переворачиваю палец и большую часть молочной базы распределяю в зоне апекса. Далее клиентке захотелось добавить слайдеров. Вырезала понравившиеся и нанесла штампом для стемпинга на липкий слой базы. И сверху тот самый топ с точками. Как это называется? С точками. Это топ. Мне как-то название во второй раз говорили. Перепелиное яйцо. Да. Ну и вот, когда я работу закончила, и я делаю контрольный опил торцов, происходит следующее. Вот тут вот. Вот они прям вообще где нет. И вот. Просто в этом и эффект, что вот они по-разному где-то. Просто больше теперь с этой стороны. Вот тут. Вот именно, да, на эти участки, где... Чтобы не было разводов, я покрываю весь ноготь топом в тонкий слой и потом уже тонкой кистью добавляю точки, где, по мнению клиентки, их не хватает. В общем, что я могу сказать по своему опыту? Все вот эти привыкания с одной стороны и капризы с другой стороны лечатся, когда клиент сходит налево. Иногда клиента нужно отпустить, чтобы он сравнил работу и отношения мастера. И либо там он и останется, либо вернется к вам, к самой лучшей. А у нас получился вот такой крутой дизайн, на котором надпись еле читается за всеми этим количеством точек. Но главное, клиентке нравится, а значит нравится и мне. Поддержите пальцем вверх это видео и подписывайтесь на канал. С вами была Светлана. Всем красивых ноготков. Пока-пока.